Всем привет, с вами Генерал, и сегодня я вам расскажу про Hardlane и как я на него перешел. Это было easy. Изначально это было нелегко, потому что я привык играть от первой позиции, ну то есть, что на меня играли люди, тиммейты. Когда перешел на Hardlane, пришлось мне играть на тиммейтов, и поэтому это внесло некоторую трудность. И у меня было мало опыта игры на оффлейн героях, поэтому я начинал с Шейкера и Бэтрайдера, которыми я иногда играл в центре. Когда я начинал играть на харде, не было так много игроков, которые мне симпатизировали, так что я старался следить за Юниверсом, он мне больше всего нравился, и наблюдал за его игрой, смотрел его фишки, что он делает, и пытался перебрать у него что-то. Принципиальным отличием Hardlane от мида было то, что я был любителем играть агрессивно, поэтому мне было сложно перестроиться, и мы пытались ходить в Hardlane вдвоем, втроем, и это давало возможность играть агрессивно. Вы могли заметить, что я играю на героях таких как Бэтрайдер, Бестмастер, потому что эти герои дают возможность играть агрессивно, и они являются инициаторами драки. На этой позиции важны такие качества, как хладнокровие, потому что ты стоишь один против троих зачастую. Нужно знать, когда подойти, когда можно сагрессировать, когда нет. Нужно проявление инициативы, потому что от твоего героя зависит исход драки. Если ты инициативный, первый начнешь драку, найдешь позицию, выберешь правильную позицию, тогда у вас пройдет успешно драка. Основная задача на Hardlane заключается в том, что ты должен напрягать вражеского керри и при этом как можно меньше умирать, а желательно не умирать, чем больше собирать опыта и золота. И иногда получается ситуация, когда вы стоите один на один против вражеского хардлейнера, и в этом мне сильно помогает прошлый опыт, когда я стоял на миде. Поэтому вам тоже советую ходить на мид и практиковаться в этом плане. Когда я начинал играть на харде, то я играл исключительно на 2-3 героях. Это Бэтрайдер, Шейкер и, может, иногда Фурион. Но теперь у меня пул немного расширился. Я добавился Бестмастер, Драксир, Легион. И хотелось бы еще расширить пул и добавить таких героев, как Кентавр и Абадон. Тренирую я навыки оффлейна в паблике. Я хожу исключительно на сложную линию и тренирую героев, которые нам необходимы. В патче 7.0 хардлайнеры получили бонус в виде шрайна и 2 кемпов, поэтому сейчас немножко легче стоять. Можно взять Iron Talon и пойти фармить 2 ближайших кемпа. Также можно себя подхилиться и выгодно разменяться с саппортами. В патче 7.0 добавили таланты. Мне это нововведение тоже очень понравилось, потому что ты можешь подстраиваться под игру. В каждой игре ты берешь талант, который тебе важен именно в конкретной игре и против вражеских героев. Тем не менее, я считаю, что герои на Hardlane и так достаточно сильные, поэтому таланты на них не очень сказываются. Мы можем видеть, что у героев, например, Бэтрайдер, на 10 левеле есть талант на 4 рамора или 10 интеллекта, что практически ничего не дает. Иногда я меняюсь с ПК позициями, и он идет один в легкую линию, а мы втроем идем в сложную линию. Скоро будет новый патч, и я очень надеюсь, что Айспро гапнет таких героев, как Бестмастер и Фурион, потому что я не люблю играть, а они сейчас недостаточно сильные. Так как я играю на героях-инициаторах, мой главный айтем это даггер, и с покупкой даггера я начинаю играть более активно. Лайнинг-стадия для хардлейнера оканчивается примерно на 13-14 минуте, когда хардлейнер покупает даггер и начинает активно проявлять себя в игре, присоединяется к команде и идет на ганги, драки и смоук выходы. Я считаю, что в идеальной игре для хардлейнера покупка даггера должна быть не позже, чем 12-13, но максимум 14 минута, и начинать активно проявлять себя с командой, присоединяться в смоук ганги и создавать спейс для первых 2 позиций. Для поднятия ММР в паблике на харде я советую Legion Commander, потому что она в этом патче довольно сильная, и на ней легко можно делать пикофы, так как в паблике люди любят сплит-пушить, ходить по одному, фармить много, и Legion дает возможность их выцеплять, убивать, и за счет этого выиграть. Оптимальный айтем-билд для Легиона — это первый айтем Dagger, второй Blade Mail или Armlet, а третьим Shadow Blade. Многие игроки на профессиональной сцене на 25-м левеле берут талант минус 8 секунд на пресс за атак, но в паблике я советую брать плюс 40 дэмэджа, потому что это не командная игра, там больше убийства по одному, и это даст вам больше шанс на победу. С вами был Генерал, это специально для HyperX, и всем пока!